Алма-Ата, конечно, по всем признакам мегаполис. Население города превышает 1 миллион человек, но и архитектура, и внешний облик, и вообще вайб соответствует этому целиком и полностью. Вот мы сейчас подходим к станции метро Алатау, и метро в Алма-Ате единственное в Казахстане на данный момент, потому что в Нур-Султане до сих пор не достроили линию скоростного трамвая, или что они там хотели, легкое метро на эстакаде. Так вот выглядит вход в метро, эскалаторов здесь нет. Я приобрел жетон. Получается, один жетон стоит 80 тенге. Это, соответственно, порядка 13-14 рублей. А станция здесь интересная. Здесь боковые платформы, то есть кросс-платформенная пересадка невозможна. И чтобы попасть на тот путь, необходимо сначала отсюда выйти, пройти по лестнице, и потом уже попадете на противоположную платформу. Вот отсюда идут поезда на станцию Москва. Это конечная станция единственной линии метро Алма-Аты. Вот, собственно говоря, и схема метрополитена Алма-Аты. Здесь всего, по идее, должно быть 9 станций. То есть я думал, что Москва конечная, но здесь нарисована еще одна станция, Сары-Арка. Ну вот, собственно говоря, вот эти вот две станции, они на картах вообще не отмечены. Вот такое электронное табло показывает время, сколько осталось до прибытия поезда. Ну а мобильная связь в метрополитене, похоже, что не работает. Ни одна из симок, ни российская, ни казахстанская, к сети не подключается. Пишет no service. А вот и поезд прибывает на станцию. Сайран бекеті. Станция Сайран. Сайран Station. Мәскеу бекеті. Солға аялдама. Станция Москва. Конечная. Вот мы и прибыли на конечную станцию алматинского метро под названием Москва. Те станции, которые были указаны на схеме, они оказались еще строящимися, но тем не менее станция Москва выглядит очень даже прилично. Однако сегодня выходной день, поэтому интервалы у поездов очень серьезные, порядка 10-12 минут. Ну, станция называется Московская не просто так. Здесь есть вот такой второй этаж. И на втором этаже станции находятся фотографии непосредственно Москвы. То есть вот, например, Кремль, там какие-то еще довольно известные московские достопримечательности. В алматинском метро эксплуатируются поезда, по всей видимости, китайского производства. Здесь нет привычных нам наверных, русичей и тому подобных мытищинского производства. Вышел на следующей станции Сайран после Москвы. Здесь вот на стенах такие интересные, как будто бы детские рисунки. Радуга, какие-то животные изображены. В общем, очень так прикольно. Кстати, еще одна полезная опция алматинского метро — это лифты. Потому что, например, на станции Москва с идентичной конструкцией можно спуститься со второго этажа на первый, используя лифты. Их здесь целых 4 штуки. Они с выходом как на эту сторону платформы, так и на противоположную. А вот следующая станция, театр Ауезова, уже отличается от двух предыдущих, потому что она выполнена из колонн. Такие замечательные конструкции с национальными
узорами на полу, на стенах. В общем, довольно колоритная станция, очень классная. Слушайте, ну эта станция превзошла все мои ожидания, потому что здесь на стенах не только какие-то национальные орнаменты, но еще и картины из жизни, то есть казахов. Какие-то вот моменты национальные. Очень-очень круто. Ну и получается, на противоположном от входа конце станции находится такая великолепнейшая мозаика с картинами с традиционной казахской жизнью. Мы прибыли на станцию Байконур. И я предполагаю, что на русский язык она переводится как Байконур, но это не точно. Голубой цвет вот этих вот арок. Может быть, это какая-то связь с небом, типа с космосом, но это не точно. Нежданно-негаданно на станции Алмалы обнаружился портрет президента Нурсултана Назарбаева. Это первый президент Казахстана, который руководил страной практически 30 лет.